поднимаем с нуля температуру теплоносителя. Вот она поднимается. Только что стартанул котел с полным бункером. Вот он, так вот он выглядит. Котел марки Green. Модель, которая 18-киловаттная. С контроллером DM350. Вот, пока я показываю, температура растет вверх. Соответственно, глянем температуру дымовых газов. Так. Вот он, дымовой датчик. Температура дымовых газов составляет 180 градусов. В режиме разгона она должна быть не более 250. Но это на белых березовых пеллетах. Потихоньку у нас растет давление. Пеллеты выглядят вот таким образом. В мешках по 15 килограмм. Котел плавно набирает температуру. До 40 градусов автоматически включается циркуляционный насос. И начинает потихоньку двигать теплоноситель. Давление в системе 1,1 бара. Соответственно, глянем температуру дымовых газов. Температура дымовых газов у нас 200 градусов. 190. Ну, она колеблется. 90, 190, 200 градусов. Опять же, повторюсь, котел работает в режиме разгона. Дом промерзший, без утепления. Что касается настроек режима Airflow, многие владельцы скажут, как же его настраивать. Значит, каким образом это происходит? Коэффициент, что касаемо коэффициента подачи. В моем случае 50, коэффициент подачи 50, это значит 100% мощность котла. Соответственно, 25 это 50%, 35, ну около 65-70. Вот. В данном моменте он у меня 35. Дальше, коэффициент вентилятора. Коэффициент вентилятора надо ставить 100%. По одной причине, объясню. Так как есть в настройках, в общих настройках, меню вентилятор, и там стоит максимальная мощность. Вот в моем случае максимальная мощность это 28% из 100. И соответственно вот этими 28% будет пользоваться контроллер как 100%. То есть 28 это 100. И уменьшать, либо увеличивать. Так как я топлю качественными пеллетами, то мне увеличивать мощность вентилятора бесполезно. По причине того, что, как бы объяснить-то, тогда пеллеты начинают сдувать. А так получается, в камере сгорания идет отличное горение по всей тарелке. Вот как оно должно выглядеть. Соответственно, тяга в дымоходе идеальная. Опять же, повторюсь, вот температура теплоносителя уже 49 градусов. И что касаемо настроек режима Airflow, температура дымовых газов 180 градусов. Это вполне идеально в режиме разгона. Когда он выйдет на точку 70 градусов теплоносителя. Кстати, у нас сейчас висит датчик температуры бойлера. Но он сейчас показывает температуру внутри дома. Вот она 0 градусов у нас здесь.
На улице минус 5. То есть вот как-то так. Увеличил мощность. Температура дымовых газов 230. Горелка горит как умалишенная.